Есть телефон или планшет на андроиде? Прими участие в бета-тестировании официального бесплатного приложения от Вспышки. Ничего сложного, заходи на Вспышка Клаб, устанавливай приложение и помоги нам стать лучше. Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что происходит на песочнице. В данном видео я открываю цикл передач, посвященный аналитике происходящего, в которых мы будем разбирать класс, роль, быть может какую-то отдельную машину, уделим ей много времени и обсудим, что происходит. Если вы участвуете в сервере, на сервере песочницы, вы играете, то я буду рад прочесть ваши комментарии или прочесть ваши комментарии, которые вы, в общем-то, написали после того, как прослушали это видео и как-то погрузились в ту информацию, которую я даю. Итак, начнем с легких танков. Как вы знаете, на легкие танки возложена роль разведчиков. И полностью, в общем-то, весь класс легких танков, практически все эти машины, отправляются туда в разведку. Разведчикам свойственно большой обзор, низкий уровень живучести и, по идее, хорошая мобильность и хорошая незаметность. Должен вам сказать, что насчет обзора вопросов нет. Каждой из машин выдали башню с обзором 430, что больше, чем достаточно, потому как капа в нашей игре 445 пока что. Есть возможность техническая, как мне объяснили, увеличить это расстояние до 500 метров. И в таком случае там тот самый обзор, который разогнан сейчас до 526, его можно будет применить, чисто теоретически применить, если будут произведены такие серверные изменения. Но в чем здесь загвоздка? Да, изменился обзор у средних танков, у тяжелых танков. Он изменился в меньшую сторону. Соответственно, вроде как должен быть определенный буфер дистанции, где легкие танки за счет своего обзора должны будут жить, светить, стрелять и не быть засвеченным. Но по факту такого буфера пока что не получается. Есть одна карта, где этот буфер возможен в одной ее части. Это карта линии Зигфрида, в левой ее части, где огромное поле. Вот там можно как-то двигаться таким образом, чтобы светить тяжелые танки, не светиться самостоятельно и отстреливаться по ним, и после этого не получать лампы. Там это возможно. Во всех других картах, которые представлены здесь, ни на Прохоровке, ни на всяких Химмельсдорфах и подавно, это невозможно сделать. Отсюда делаем такой не очень приятный вывод. Обзор увеличился, но по сути практически ни на что это не повлияло. Второй момент — это как раз урон. И насчет выстрелов легкой техники по противнику вне видимости. Должен вам сказать, что Т-49 это единственный светляк, который справляется с этой задачей исключительно благодаря тому, что у него фугасы и 152 калибр. В случае, если бы у него не было фугасов, то он, в принципе, не мог бы нанести урон. Вопросы о том, как пробивает бронебойный либо кумулятивный снаряд того же Ру-251 и бронебойный подкалиберный снаряд того же Т-54 облегченного, я думаю, они не стоят. На 500 метров бронебойный теряет 30% бронепробития, подкалиберный теряет 40% бронепробития. Соответственно, если мы стараемся на дальность своего обзора выстрелить, то потеря 25% бронепробития, ну вот, к примеру, этой пушки, это достаточно серьезная цифра. Вряд ли мы пробьем броню там 130 как-то. Плюс-минус великий белорусский рандом нас здесь также будет преследовать. И вся эта стрельба — это просто смех. Абсолютно смех. Я не вижу возможности данным машинам как-то вести более или менее осознанный огонь, я имею в виду Т-54 облегченно и Ру-251, без использования, ружка и кумулятивов, во всяком случае. Кумулятивы, да, будут пробивать, они не теряют бронепробития. Т-54 облегченно, его просто немножко жалко. Вроде как у этой машины должно быть бронирование и живучесть у него повыше, но, согласитесь, не всегда удается подставить именно башню. Но и здесь может еще сыграть фактор арты, о котором чуть попозже мы поговорим. Соответственно, обстреливать доминирующих сейчас тяжелых танков может только Т-49, и то благодаря вот этим самым фугасам.
Вот такая вот фигня у нас получается. Вроде как хотели увеличить обзор, чтобы эти машины могли вести огонь, но получается огонь они из-за переделок снарядов вести не могут. Идем дальше. Маневренность. Маневренность была увеличена. Действительно, сейчас легкий танк может безо всяких проблем перекрутить практически любой тяж, абсолютно точно любую ПТ-САУ может перекрутить. Может перекрутить арту, и здесь там маленькая оговорка, и в скилловых таких определенных случаях может перекрутить средние машины. Но это случается только в одном случае, если вы выходите на противника один в один, и вам абсолютно никто не мешает, и даже союзная арта не стреляет по этому противнику, ну, не говоря уже о вражеской по вам. Только в этом случае вы сможете перекрутить и расстрелять противника, подбираясь к его корме. Лобовую проекцию, понятное дело, там делать нам нечего. Выцеливать какие-то уязвимые точки нет, мы не можем. Стандартная стабильная стрельба — это корма. При этом случаются определенные неприятности, и здесь я упомянул как раз артиллерию с очень большим сплэшем и, соответственно, с контузией. Контузия случается всякий раз, как мы попадаем в радиус сплэша, практически всегда. Если нам прислали прямое, то, к примеру, вот такой парень, как Т-49, ворвавшись к двум артиллериям и выстрелив одной в спину и не убив его с первого раза, получает прямое попадание, к примеру, от 261 объекта, после чего контуженный на всю голову на 37 секунд грустно перезаряжается очень-очень долго. Этого времени достаточно, чтобы 261 просто взял, разогнался и затаранил нашего бойца Т-49. И получается, это такая частная история вроде как, но если мы взглянем на ситуацию широко, понаблюдаем за тем, как летят наши снаряды, когда мы играем на арте, понаблюдаем за тем, как живут светляки, если в них летят вообще какие-нибудь артиллерийские снаряды на большой дистанции, мы поймем, что светляки в принципе не живут. Повысилась точность у артиллериста, быстрее он сводится, и несмотря на то, что порезанный урон, вроде как, но основная проблема для легких танков становится именно этот самый сплэш огромный с контузией. Контузия проходит очень хорошо на ЛТшечку, броня тонкая, соответственно, эффект длительный. Длительный эффект, снижение скорости, потеря маневренности, вроде как, мы должны как-то уходить в инвиз, но мы не можем вот так просто взять и выйти из поля зрения противника, нас очень быстро убивают. Ну, не говоря уже о крупнокалиберных артах, которые за сплэш, который в принципе рядом упал, но он огромен, 15 метров этот радиус, соответственно, нас закидает ошметками, осколками, так что пол лица у нас оторвется. И здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой. Вот в текущей версии, в первой итерации, вроде как ЛТшка должна уничтожать арту, а по факту не всегда у нее получается до нее в принципе доехать. У артиллериста, особенно на крупнокалиберной арте типа Т-95, типа Gun Carriage, у которой 15 метров там радиус сплэша, соответственно там диаметр, мама дорогая, ну, чтобы не быть голословным, да, давайте здесь немного покликаем. И вот мы берем Conquer Gun Carriage и радиус разлета осколков 15 метров. Соответственно, диаметр 30 метров, это огромный круг, которым, по сути, вот именно этим кругом нужно попасть по ЛТшке едущей. Это вообще не проблема, потому что за 2 секунды ЛТшка может и не успеть проехать эти самые 30 метров, и простое прицеливание на ход останавливает ЛТшку в 80% случаев. Абсолютно четко. При этом даже какой-нибудь бочетилен, который здесь абсолютно не в мете, у него очень низкий урон, у него отвратительный сплэш, в принципе, неиграбельная машина здесь и сейчас. Ну, уже сказали, что типа его забалансили неправильно, будут изменять его. Даже он сейчас доставляет огромное количество проблем. Той же РУ-251, к примеру, попал в ситуацию такую, что я стою за домом, вроде как должен задоминировать сейчас Т-54 облегченного, ибо уже есть преимущество по урону, и здесь выкатывается этот самый бачат. Никому он, в общем, не страшен.
стреляет в тяжей на 90, на 70. Вот, в принципе, урона никакого не наносит и не может нанести, а вот светляка может. И получается, артиллеристам самое выгодное первые выстрелы кидать именно в ЛТ, потому что поймать их легко, светятся они постоянно. И, в общем-то, после этого убили ЛТшку и обезопасили себя на будущее. Это уже к вопросу о проблематике артиллеристов. Что я здесь вижу позитивного? Ну, увеличение обзора, с одной стороны, там, когда, быть может, когда-нибудь изменят карты, об этом говорилось, оно пойдет на пользу. Но, на мой взгляд, нам нужно для ЛТ еще и повысить незаметность. Причем определенные внутриигровые формулы пересмотреть с точки зрения, что стреляет ЛТшка, что не стреляет ЛТшка. Ее не должно быть видно в определенном радиусе. В случае, если ЛТ подъехала ближе, ну, к примеру, для того, чтобы наносить более или менее уже уверенный урон, в таком случае она себя обозначает. Ну, либо если к ней подъехали, там, скажем, на 300 метров. А все, что дальше 300 метров, ну вот пускай как хочет, так и прыгает и танцует эта бложка. В таком случае она станет таким полноценным разведчиком. И при этом, там, понятное дело, нахождение в инвизе большую часть времени позволит ей, ну, будучи невидимым для противников, понятное дело, для тех, кто там на русский язык очень хочет, чтобы все в играх говорили на русском языке, нахождение в невидимости от противника, она как раз и даст меньше внимания от арты, меньше точности тем же тяжам ИСТ, которые будут играть роль снайперов и штурмовых машин там поддержки фланговой, потому что там, засветившись просто на долю секунды, я ощутил, что такое сведение 1.7 от того же AMX-50B. Ну, это было очень больно, и находиться с небольшим таким количеством ХП просто перед этой машиной абсолютно не хочется, ну и, соответственно, меняется стиль поведения в игре. Вопрос также есть у меня к разработчикам, учитывая, насколько себя плохо вот с тем бронепробитием будут чувствовать ЛТшки против вот этих мастодонтов теперь уже 10 уровня тяжей. Есть ли вариант получения 9 и 10 уровня легких танков-разведчиков в том числе? Но это, скорее всего, будет ответ нет. Ну, во всяком случае, задать вопрос вот в рамках уже песочницы, на мой взгляд, стоит. Спасибо за внимание. В следующем видео мы поговорим об арте. Оно будет выходить не завтра. Завтра я вам расскажу кое-что другое интересное. Не будем перегружать канал песочницей. В конце концов, что ведут, что не ведут, нам интересно, но это все произойдет в далеком будущем. На мой взгляд, в далеком будущем. Не все так быстро, не все сразу. В конце концов, первые впечатления от песочницы, они очень разнятся. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то уже привык, кто-то уже освоился, а кому-то становится не по себе, он уже там бьет себе пяткой в грудь, никогда не вернусь туда. Ну, разнополярные мнения — это то, что, в общем-то, при таком большом изменении для людей это абсолютно нормально. Да, удивляться этому не стоит. А вот что стоит, это аккуратно сесть и разобраться, что, в общем-то, я и попробовал сделать. Давайте пройдемся по пунктам. Обзор обсудили, маскировку и, возможно, ее увеличение, соответственно, те изменения, которые произойдут с этим, я предположил. Надеюсь, кто-то в Wargaming посмотрит это видео и передаст. Ну и я тоже приложу определенные усилия насчет вот маскировки этой идеи. Что касается маневренности, кстати, на внутреннем форуме песочницы по поводу маневренности было много просьб снизить. На мой взгляд, это неправильно. Снижать маневренность ЛТшкам не нужно. Они должны быть такими
это уже вопрос рук и насколько люди там привыкают. В конце концов, там, повернуть на 90 градусов чуть больше, чем за 1 секунду, с достаточно большим пингом для некоторых, это проблема испытания, учитывая, что они там на ЛТшках, может, и не катались толком никогда и не видели Инты 52, ни других быстрых и шустрых ЛТ. Но это вот такой момент. Некоторые просят действительно снизить маневренность, потому что, говорят, не можем удержать, руки не держат. Ну и по поводу живучести против тяжей СТ, ПТ, да и, в общем-то, и арты, ну, если попадают в прицел, то снаряд летит в вашу ЛТшку. Больших промахов я не увидел. Несмотря на то, что есть здесь изменение разброса, то есть это возврат к версии, когда снаряды не в 30% количестве, да, летят вот прям в центр, а более распределенные попадания по всему кругу сведения. Ну что ж, на этом я закончу свое видео. По поводу будущего я вам сказал. Видео будем обсуждать по песочнице арту. А для того, чтобы не пропустить это видео, подпишись на канал, если этого еще не сделал. И поставь лайк под этим видео. Ну и, конечно же, участвуй в обсуждении в комментариях. Наверняка там правильные люди уже написали интересные мысли, которые я уже иду читать. Спасибо за внимание. Пока-пока.